Радио Филадельфия. Сарбон. Muhtaram do'stlar, 7 noyabr, joriy yilning 7 noyabr kuni Filadelfiyada boshqa joylardagi kabi saylovlar bo'lib o'tadi. Bu yilgi saylov Filadelfiyada shahar rahbari, shahar hokimini saylov bo'lib o'tadi. Bu munosabat bilan albatta bilasizlar, dasturimiz uncha siyosiy dastur bo'lmasakda, albatta yashayotgan joyimiz, yashayotgan mamlakatimizda nima bo'layotgan, shahrimizda nima bo'layotganidan boxabar bo'lishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan bugun mana shu saylovlarda ikkita nomzod bor. Ko'pchiligi ko'p nomzodlar ko'p edi. May oyida bo'lib o'tgan oraliq saylovlarda ulardan ikkita yetakchi partiyadan ikkita nomzod qoldi. Shulardan birini bugun biz studiyaga taklif qildik. U kishi jon dil bilan rozi bo'ldi. Endi osonroq bo'lishi uchun, tushunarliroq bo'lishi uchun hammaga biz dasturimizning keyingi qismi menimcha rus tilida bo'lib o'tadi. Дорогие друзья, 7 ноября 2023 года пройдут очередные выборы мэра Филадельфии. За право стать 100-м градоначальником города братской любви борется Шерил Паркер Демократической партии и Дэвид О. Он у нас представляет Республиканскую партию. Сегодня гость Сарбон радиошоу Дэвид О. Здравствуйте. Good afternoon, Mr. О. Assalamu alaikum. Thank you for having me on your show. Благодарю вас за то, что вы пригласили меня на вашу радиостанцию, на ваше шоу. Да, помогать нам будет, как всегда, самый лучший переводчик из числа которых я знаю, Владимир Вильк. Спасибо большое. Дэвид, я очень рад приветствовать в нашей студии первый, вот действительно такой комьюнити-станции, где говорят на многих языках, потому что город у нас такой. So we are very pleased to have you here because we are a multinational, multi-ethnic, multi-confessional community radio station. It reflects our multinational, multi-confessional, multi-ethnic, tolerant city, and you are the representative of it. Yeah, well, I think that's wonderful, and I'm pleased to be here, and I hope to communicate to your audience and also answer any questions that they may have. Я очень рад быть с вами здесь и хочу пообщаться с вашей аудиторией и ответить на возможные вопросы, которые у них, возможно, имеются. Я хочу сразу подчеркнуть, что помог нам организовать сегодняшнюю встречу. Есть такая компания, называется Мистер Трак, которая научит ездить на траке, поможет получить CDL, трудоустроит вас, поможет с покупкой починить, если он выйдет из строя, и, наконец, предоставит парковочное место, если возникнет необходимость. Звоните 215-391-8262. Это телефон Мистер Трак. Значит, 215-391-8262 Мистер Трак. Если, конечно, во-первых, хотел бы узнать, как ваше настроение. So, first of all, I want to find out how you're feeling, what your mood is. My mood is very good. У меня настроение прекрасно. Вот у вас как, бывает так, что по обстоятельствам, в течение дня, под воздействием чего-то вот у вас настроение меняется? Like, have you ever had an occasion where your mood would, under the certain circumstances of the day would dip? Or, change in some way? Yeah, sure. We're all human beings, so that happens. But in general, I have a very good and positive mood because every day that I wake up, it's a fresh start. And as long as I worked hard yesterday, I feel good about today and ready to work hard again. Безусловно, мы все люди человеки, и, безусловно, иногда меняется настроение. Но в целом я человек позитивный, у меня позитивное настроение, и если я хорошо отработал за день до этого и проснулся со свежим настроением, с силой идти вперед, и у меня хорошее настроение. Я просто хочу сказать еще, кто к нам только что подсоединился, хочу сказать, что у нас в гостях кандидат в мэры Дэвид О. 7 ноября состоятся выборы в нашем городе, мы будем избирать мэра, вот один из кандидатов. Вот есть такая вещь. So there's such a thing. Вот когда называют какой-то город. When people, let's say a certain city. Вот какие-то ассоциации, да, в голове появляются. Я не знаю, какое-то знаменитое здание. So let's say, люди. Like a certain association comes into mind, like a certain symbol of it, certain buildings or certain people associated with that. Если говорят Филадельфия,
С чем это у вас ассоциируется? So when they say the word Philadelphia, what does it associate in your mind with? So officially, the Liberty Bell. Колокол свободы. Unofficially, the Rocky statue. Значит, официально это колокол свободы, а вот неофициально это статуя Рокки, этого известного киногероя из кинофильма Рокки. К вам часто приезжают гости? You have a lot of visitors that come visit you. Me personally? Вас Ну, лично. я имею в виду, вот, No, I don't. но я имею в виду, вот приезжают гости, вот куда вы их ведете? Вот в первую очередь, куда вы их ведете? Вот, Иногородних, да? да, я имею в виду, вот гости. Ну, So if you have out-of-towners visit you, what would you take them to in the film? Well, you know, out of towners, they want to see the Liberty Bell. Ну, когда иногородние приезжают, то, безусловно, колокол свободы. Вот я их They вижу. want to see Independence Mall, Они видят, значит, вот эту площадь независимости, там, где все вот эти... Betsy Ross House. Дом Бетси Росс. You know, because they've been reading about the history of their country, America, and if they're coming from out of town, they don't want to miss the chance to see the very historical nature of И, Philadelphia. безусловно, у нас исторический город, и когда иногородние приезжают сюда, они хотят видеть именно те события, которые были связаны с созданием нашей страны, которые происходили здесь у нас в нашем городе. But after that, they want to have fun. Ну, естественно, после официальной процедуры, естественно, люди хотят развеселиться, хотят что-то интересное лично для них видеть. And the fun I show them is the diversity of our city. И то, что я им показываю, это разнообразие нашего города. Абсолютно разные части города, разные виды города, разные люди, которые здесь. We can see many different types of people, cultures, and especially we can eat lots of different kind of food. Значит, у нас совершенно разные общины здесь, разные люди, разные виды еды, которых можно людям предоставить. Вот это все людям очень интересно посмотреть. So they enjoy like the university city area. It's got a lot of young people, a lot of energy. Значит, есть у нас такое место, называется University City. Это студенческий городок. И там очень много молодых людей, много университетских, там очень такое, энергия такая очень интересная, студенческая. Это целый город, называется University City. Я туда часто их привожу. And they love to see different communities like Chinatown or the Italian market. Значит, людям нравятся такие районы, как Чайнатаун, это Китай-город, или Italian Market, это рынок итальянского базара в Южной Филадельфии. And we, of course, have some fantastic restaurants. У нас есть прекрасные рестораны здесь. And from the most expensive to the most affordable. От очень безумно дорогих до абсолютно очень недорогих и доступных. For example, everybody wants a cheesesteak. Например, всем нравится, есть такая филадельфийская вещь, называется чизстейк. Это все люди часто кушают. Это такая булка с мясом и сыром. Да, для людей, которых не знают. Для тех, кто не знает, мы скажем, что это главная гастрономическая визитка Филадельфии. Совершенно Это верно. чизстейк. Sure. Вы родились в Филадельфии. Were you born in Philadelphia? Born in Philadelphia. Да, родился в Что вот для вас вот Филадельфия? What does that represent to you? What's your thing with this? What personal? Being born in Philadelphia? Yes. Well, I don't think it has much meaning to me. You got to be born someplace. But my parents came from Korea, and so I was born in Philadelphia, so I could be president. So, значит, смотрите, ситуация такая. Сам факт рождения в Филадельфии, это человек где-то должен родиться. Но мои родители были иностранцы, они приехали из Кореи. А вот я родился здесь. И это означает, что теоретически я мог быть президентом США. Теоретически, да. Теоретически мог быть президентом США. Мы стоим на пороге большого события. We are the threshold of a huge event. Мы все взрослые люди, правильно? We're all grown people here. И нас слушают тоже взрослые люди. And most of our audiences are grown people as well. С этой точки зрения, From that standpoint, если мы знаем, и все говорят, что, if we all know and everybody says, что в нашем городе из числа зарегистрированных избирателей, from the standpoint of registered voters, 77 говорят, 77%, allegedly 77%, как бы они
зарегистрировались как демократы. are registered Democrats, И только 11% как республиканцы. and only 11% are registered Republicans. Есть такой замечательный фильм, я не знаю, как вы это переведете, я думаю, что в американском языке, американском английском есть похожая пословица, говорит это самое, ясно, что дело ясное, что дело темное. So it's clear. There's a Russian proverb that says it looks clear that it's pretty unclear. Что нас ждет? What do we expect? What do we hope to expect? Well, to me, it is a very unpredictable race. Для меня лично далеко не все так четко предусмотрено уже. And what I mean is that it's a toss-up. That means nobody can actually say what is going to happen at the end of this race. На самом деле никто сегодня не может сказать, чем все это закончится. What I can say Что я могу is сказать? the trajectory, the way it's going, my numbers are going up and my opponent's numbers are going down. Что мы видим сейчас? Траектория следующая. Мои показатели поднимаются, а ее показатели моего оппонента понижаются. And there's two reasons for that. Есть две причины для этого. The first reason is that on the issues, I am much better than my opponent. Потому что по существу, по существенным вопросам я гораздо более приемлемый и лучше для избирателей, чем мой оппонент. For example, Как, например, I'm a former prosecutor. я бывший прокурор. So I have been a strong proponent of public safety and a supporter of law enforcement in order to protect the public safety of people in our city. Ввиду этого я огромный сторонник закона, строгого закона и защиты населения от преступности. Правопорядка. Сторонник правопорядка. Правильный перевод вы перевели лучше меня. So about 3 years ago, it was very popular to be against the police. Примерно 3 года назад было жутко популярно быть против полиции. So I was unpopular because I was very much for using the police to protect the communities and neighborhoods and people. И в тот момент, когда на популярной волне антагонизма к полиции, я был крайне непопулярен 3 года тому назад. And many of my colleagues on city council, they signed a letter to defund the police and they cut the police budget. Значит, на том этапе огромное количество моих коллег в горсовете, я был член горсовета, подписали, петицию, чтобы убрать деньги из бюджета против полиции. Называется defund the police, то есть лишить полицию фондов. And my А я был opponent, против за этого, я был за полицию. yeah, and my opponent did that. И вот мой оппонент именно это сделал. And I did not do that. А я этого не сделал. But today, people, they very much want police and they want public safety. They want to deal with the crime, the ATVs, the drag racing, the drug addiction. They want policing. Сегодня ситуация очень изменилась. Население хочет правопорядок, население хочет защиту, население хочет безопасность, население не хочет эти безумные гонки, которые происходят, наркота. Все это, преступность, все это, с этим нужно бороться. И вот население это понимает. And fundamentally, I'm not part of the Democratic Party. That is a very big party in this city. So I'm ready to fight with our government. But she is a part of the Democratic Party, so she is protecting the government. То есть я оппонент это существующего эстаблишмента, номенклатуры существующей. А она часть этой номенклатуры, она часть этого эстаблишмента. То есть я готов бороться с системой, а она часть системы. Тут виновна вся система. А я готов бороться с этой системой. Она является ее частью. So, for example, Как, например, I fight against the property taxes of Philadelphia. я против повышения налога на недвижимость в нашем городе. Because the taxes are improper. Потому что это налогообложение неправильное с самого начала. And many people, their homes are being overtaxed, and many of those people are poor and they are low income, and the government is pushing them out of their homes with the illegal overtaxation. То есть перебор в налогообложении, перегружено
домовладельцы перегружены налогами. И простой люд, а это очень часто бедные люди, что они перегружены, их перегрузили этими налогами, и по сути их выселяют из этих домов, потому что они не способны платить налоги на эти дома. And I think our public schools are very corrupt. И наша вся система государственного образования, общественных школ, она коррумпирована, по сути. So I've introduced bills to make the schools more transparent. И я предоставил законопроекты в горсовете, чтобы сделать нашу систему общественного образования более транспарентной, более прозрачной. Открытый, прозрачный, да. Yeah, I want to see where's the money going. Я хочу знать, куда же деньги идут. Because so many schools, they're very different, and we cannot tell how the money is being used. То есть есть огромная разница между многими школами, и мы не знаем, как же используются наши средства, как же используются эти деньги, которые туда идут. The school always wants more money. Они все время школу требуют все больше и больше денег. I want to give them money, Я готов дать деньги, but I want to see where is the money going. но я хочу знать, на что они идут, эти деньги. And another thing that I fight with the government over is the government taking children out of the house. И еще одна из вещей, которые я очень против того, что делает государство, они забирают детей из дома. Yeah, that means the government comes in and takes the children and puts them with some other families. Они забирают детей из дома и селят их в другие семьи. It is a big thing to take someone's children from them. То есть у людей забирают детей и передают на воспитание в другие семьи. Это страшная вещь. That should only happen if the government has evidence that the parents are hurting and abusing the children. Это крайняя мера должна происходить только в крайних случаях, когда есть у государства убедительное доказательство того, что происходит издевательство над детьми. Насилие. Насилие над детьми в семье. But in over 81% of the cases, there's no allegation of wrongdoing by the parents. Но примерно в 81% случаев нет никаких даже не столько даже доказательств, нет даже обвинений в том, что есть какое-то насилие в семье и какое-то противоправное действие такого плана. And in many cases, the children are then subject to physical and sexual abuse after they have been placed in some other area. Так вот, происходит как раз ровным счетом наоборот. Происходит сексуальное издевательство и насилие над детьми, когда их вот направляют в другие места. Вот эти, да. So our city removes children from parents at the highest rate of any big city in America. Наш город забирает детей из семей, передает их на воспитание в другие семьи в самой большой пропорции, чем любой другой город в США. So that's 3 times higher than New York City, 4 times higher than Chicago. В 3 раза больше, чем Нью-Йорк, и в 4 раза больше, чем Чикаго. Now, I know this is hard to understand. Я понимаю, что это трудно понять. By the way, I've never heard this. Yeah. Yeah. And you know, Я первый раз слышу, честно. our you know, anchor person is stunned. I mean, Yeah, I'm looking at him, he's I'm stunned. going to explain it. То есть я говорю, что мы просто в шоке, мы в шоковом состоянии. Я сейчас вам объясню, говорит, что это. I live in a poor black neighborhood. Я живу в относительно бедном черном районе. It's a lot of crime. Очень много преступности там. But I'm a lawyer Я адвокат, and I'm a city councilman. и я член горсовета. I never knew this existed. Я об этом сам никогда не знал. But next to me, Но возле меня there are poor black people, живут бедные черные люди, and they're very familiar with this. и они об этом все знают. So if my child falls off the bicycle, right away I take him to the hospital. Например, если мой ребенок упал с велосипеда, я сразу возьму ребенка и повезу в госпиталь. But someone who is a poor black person, if their child falls off the bicycle, they hesitate, take them to the hospital. If they take them to the hospital might report them. This may be child abuse, and then the children are removed. И вот бывает у нас в нейборхуде, в нашем районе такая ситуация. Черный ребенок упал с велосипеда, а родитель не везет его в госпиталь, потому что он боится, что он привезет его в госпиталь, а в госпиталь сделает заявление в социальные службы, что есть какое-то издевательство над ребенком. But let me put this into perspective. Давайте я вам в контексте это покажу. Have you read that there are new laws being passed in this country that the teacher and the school can talk to your son or daughter about whether they're a boy or a girl? Знаете ли вы, что сейчас в нашей стране происходят законы, что
Учитель может разговаривать с вашим ребенком и домогаться, спрашивать его, вы мальчик или вы девочка, и говорить им в той или иной степени. And the parents are not told what the conversation is. И детям и родителям не говорят, о чем шла беседа между педагогом и школьником. And if the boy says, I'm really a girl, Если мальчик говорит педагогу, я на самом деле девочка, the school and the government want to take him and change his gender with surgery. то школа и государство могут забрать его и изменить его путем операций. And the parents, if they don't want to do that, the children can be removed from the parents. И если родители противодействуют этому, они могут забрать ребенка из семьи. So people can search it on the internet and find out what states are making these laws. Вы можете посмотреть по интернету, и вы можете увидеть, какие штаты это делают. Because they're also passing laws that if you do not accept what your child is saying, that the boy says I'm a girl, the girl says I'm a boy, that if you do not accept that, that's a violation of the law. Значит, и в этих страшных законах говорится, что, предположим, ребенок заявляет, что он девочка, мальчик заявляет, что он девочка. И если вы это не признаете, то вы являетесь нарушителем закона. So in the cases I have dealt with, И по некоторым делам, с которыми я имел дело, as a council person, как член горсовета, someone can just make an anonymous phone call. They can just say, this person is hurting their children. значит, кто-то может сделать анонимный звонок и сказать, это, говорит, такой-то и такой-то, говорит, совершает насилие над своим ребенком. And then the Department of Human Services will come out late at night. И тогда отдел по социальному обеспечению может прийти поздно ночью. Смотрим. They look inside. They don't tell the parents why they're there. Они родителям не говорят, что они появились. They're just looking around. Они просто так, шпионят. They might find a leak in the corner. Они могут увидеть, что там протекает крыша. They might see some mouse dropping in a corner. Они могут видеть, что там мышеловка. They might see there's no winter coat. Они увидят, что нету пальто. That can be a reason to remove children. И это может быть вот эти вот поводы могут стать причиной, чтобы забрать ребенка из семьи. But in many of the cases I dealt with, А во многих делах, с которыми я имел дело, the government said there's no evidence of any problem. но даже во многих случаях, с которыми я имел дело, государство говорит, никаких проблем мы не обнаружили. But we're going to take the children out and let the judge decide. Но мы, говорит, все равно заберем ребенка, и пусть судья решит. So how can they take children out? Ну как они имеют право, возможность забрать ребенка, когда не было никаких явных правонарушений? So if there are 4 children, they take 4 children out. Вот при нас есть 4 ребенка, они всех 4 забирают. There's typically not one family they can, so the 4 children go to 4 different houses. Так что они делают? Они всех этих 4 этих детей раздают в разные семьи, по ребенку в разную другую семью. When the parents go to court, that might be 30 days later. Значит, родители могут обратиться в суд, это происходит как минимум через 30 дней. They cannot sit in the courtroom with the judge. They are sitting outside the courtroom. И они не могут сидеть в комнате, там, где идет комната заседания судебного. Они должны сидеть в коридоре. Maybe after 2, 3, 4 hours, someone comes out and says, this case is continued. И вот прошло 3-4 часа, и они выходят, кто-то как представитель суда, и говорит, слушайте, дело переносится. Come back in 3 months. Приходите через 3 месяца. When they come back in 3 months, Они приходят через 3 месяца. case is continued. Еще раз через 3 месяца они Come back in продлевают. 3 months. Еще раз через 3 месяца. So in the meantime, the children, their psychology is very disturbed. И в этот момент психология ребенка, душевное состояние ребенка нарушено. Конечно, он уже как бы в той семье проявил, совсем другой человек Да, становится. абсолютно. So I can go on, but I'm just going to say, Я могу продолжать это бесконечно. if I'm mayor, I fire them. Если я мэр, я их всех выгоняю. Всех этих. I'm going to replace them. Я всех их выгоню. Я всех заменю их. By law, they are not supposed to remove children without evidence of abuse.
По закону они не имеют права забирать детей без явного, показания о имеющем месте насилии. And if they see some problem, it's much less expensive and better to help fix the leaky roof, clean up the mouse droppings, provide the winter coat than to remove all these children. It's so expensive and it subjects the children to a lot of damage. Гораздо легче починить крышу, вызвать экстерминатора, убрать мышей из дома или дать ребенку зимнее пальто, чем вот вести такие вот страшные нарушения психики и разрушать семью. Many of the mothers are poor black single mothers. В очень многих случаях это бедные черные матери, матери-одиночки. And nobody helped them in the city government except for me. И никто им в городе не помогает, в государственной машине, в городском правительстве, кроме меня. My opponent was opposed to them. Мой оппонент была против них. She's protecting the city government. Она защищает городскую государственную систему. So the city government, 100% for her. И, конечно, городская государственная система за 100% за нее. The political party, the political people, 100% for her. Политический класс, политическая партия, весь этот эстаблишмент, все за нее, 100%. But the families and the mothers, they're 100% for me. Но семьи и матери-одиночки, они все 100% за меня. Most of them are Democrats. И большинство из них это демократы. Вот так я отвечаю на ваш вопрос, который... Most African Americans are Democrats. Большинство афроамериканцев, они демократы, безусловно. But they're very actively for me. Но они все очень активно за меня. So on the issues like crime and families and education and small business, you know, when the small businesses were being overtaxed, when they were being looted and burned, you know, the defund the police people were very much attacking small businesses. I was fighting for small businesses. Значит, я за семьи, я за матерей. Я также за малый бизнес, маленький бизнес. Дело в том, что все вот эти движения defund the police, то есть лишить полицию фондов, они были все против малых бизнесов, по сути. Когда происходили ограбления, поджоги, нападения на малые бизнеса. Они не за них были, а я за них. And many immigrant communities, such as Chinese or Koreans or Uzbeks or Georgians or Ukrainians or Mexicans, if there were no small business, they will be financially dependent on the government. Дело в том, что иммигранты очень часто, они бизнесмены малых бизнесов. Это могут быть китайцы, корейцы, грузины, узбеки, мексиканцы и так далее. И если бы не было бы этих малых бизнесов, то они вынуждены были бы получать подачки от государства. А вот малый бизнес, он содержит вот эти семьи иммигрантов. Поэтому иммигранты меня тоже в этом плане поддерживают. So I support small business. Я поддерживаю малый бизнес. And I support large business because people need jobs. Я поддерживаю большой бизнес, потому что нам нужны работы, людям нужны работы. My opponent supports the soda tax. I oppose the soda tax. Значит, например, мой оппонент поддерживает налоги на сладкие напитки, а я против налогов на сладкие напитки. And in the black community, И в афроамериканской общине they hate the soda tax. они ненавидят эти налоги на сладкие напитки. And most immigrant communities hate the soda tax. Во многих иммигрантских общинах также люди Lots ненавидят of, налоги на сладкие напитки. Lots of restaurants and small businesses, they don't like the soda tax. И ресторанчики, и маленькие бизнеса тоже не любят этот налог на сладкие напитки. So there are some people, they like the soda tax. Но есть некоторые, которым это нравится. They're usually wealthy. Это богатые. They don't mind to pay extra for the soda. Им наплевать, что им нужно платить немножко дороже за сладкие напитки. But what happened to the soda tax money? А что происходит, собственно, с этими деньгами, которые они берут за эти налоги на сладкие напитки? Is not used for what it was said it was going to be used. Они не используются для тех целей, на которых они якобы заявляли, декларировали, что они их будут использовать. So even though I'm a Republican, Несмотря на то, что я республиканец, I have many Democrats who support me есть огромное количество демократов, которые меня поддерживают. because they like my stance on the issues better than my opponent. Потому что они поддерживают мою позицию по многим вопросам, которые
противоречит позиции моего оппонента. But as you pointed out, this city is 7-1 Democrat. Но, как вы правильно заметили, пропорция демократов к республиканцам в этом городе 7 против 1. Democrats want to vote for a Democrat, И демократы, конечно, любят голосовать за демократов. and black people want to vote for a black person, И черные голосуют за черных. and women want to see the first female mayor. И, конечно, женщины хотят видеть первую женщину-мэра. But they don't like her issues. Но им не нравится ее позиция. The biggest issue they don't like is called stop and frisk. И вот первое, что им не нравится, это так называемый stop and frisk. Это когда человека останавливают и проверяют. So, stop and frisk is when the police come up and they feel your body and they search you. Значит, stop and frisk это означает, что полиция останавливает человека и проводит обыск тела, прощупывает тело. There is a legal stop and frisk, but you cannot manufacture it. There are certain circumstances where the police can pat you down for a weapon. Значит, нельзя придумывать. Есть правило, как это должно происходить, нельзя это придумать, повод. То есть есть очень узкие ситуации, при которых, то есть веские, по которым можно привести на предмет нахождения у вас оружия, огнестрельного или там холодного оружия на вашем теле. Yeah, but when the mayor tells the police commissioner, tells the police to go to your community and tell you to go in your house or tell you not to be on the street, and you have every right to be on the street, you have every right to sit outside your house, but then the police harass you, they look for something, and that's illegal. Значит, что они делают? Они говорят, вы сидите дома, не выходите на улицу. А вы имеете право ходить по улицам или сидеть у вас значит, перед домом. И они, для того, чтобы вас заставить загнать вовнутрь, они приходят, начинают вас прощупывать. So, as mayor, the police will never violate the law. И вот как мэр я сделаю так, что полиция не будет нарушать закон. If the police violate the law, people do not trust the police. Если полиция нарушает закон, происходит недоверие между народом и полицейским, между населением и полицейским. And if the police violate the law, if they are arrested or they're caught, is the mayor going to stand to support the police, or is the mayor going to say that's their fault? И вот вопрос, кого же будет поддерживать мэр в том случае, если люди арестованы, полицию или народ? So me, I never have the police do anything wrong. Я против того, что полиция занималась противоправными действиями. And that way, the police and the community can be one. И в таком случае будет единодушие между полицейским и народом. And we can respect the police. И мы можем на том этапе начать уважать полицию. So on the issues, even though people want to vote for her, they rather vote for me. И как бы с одной стороны, будучи демократами, они хотят вроде голосовать за нее, но по существенным вопросам, по важным вопросам они понимают, что они должны голосовать за меня. The second reason. И вторая причина, это все я рассказал о первой причине. Вторая причина. She's not campaigning. Она не проводит никакие действия для того, чтобы провести активную политическую кампанию. After May 16, she disappeared. После 16 мая она исчезла с поля зрения. Her explanation is she already won. Ее позиция: я уже выиграл, о чем мне, говорит, идти. She doesn't have to campaign. Она говорит, я не должна заниматься избирательной кампанией. She believes, Я считаю, что я уже выиграла. she and her people believe that I cannot win. Она и ее люди считают, что я не смогу выиграть. Therefore, she doesn't come out at all. Поэтому она не ходит и встречаться с избирателями вообще. What that means is when the ABC Channel 6 News wants to do a debate, or when the big newspaper wants to do a debate, she doesn't respond. Значит, когда, допустим, вот, например, ABC выходит и говорит, ну давайте проведем политические телевизионные дебаты. Она не отвечает. Или какая-то газета хочет провести какие-то дебаты или какие-то вопросники в письменной форме в газетах. Она отказывается. People want to see a debate, А люди хотят видеть дебаты политические. but she's not doing the debate. Но она отказывается вести дебаты. And a lot of people know she's not going to debate.
И люди знают, что она не будет вести политические дебаты, дискуссии. Also, she doesn't want to show up the same time as me. И она не хочет появляться в то время, когда я появляюсь. Right now, if you invited both of us to your radio show, she will not sit here if I'm here. То есть, вот, предположим, вы ее пригласили сюда тоже, в эту радиостанцию. Даже если она сюда явится, она не будет здесь в то же самое время, когда я здесь. If she wants to come here, we have to come at a separate time. Значит, если она, допустим, вы ее пригласите сюда, она скажет вам, нет, я приду только в другое время, чем пришел господину. I have to leave before she comes in. Я должен выйти, или тогда она зайдет. Well, that's a little too much. Это слишком чрезмерно. People don't like it. Людям это не нравится. So mostly she has not answered, the request to come in front of the neighborhood, the community, or the association, or the group. She's just no answer. Она не приходит перед общественными организациями, перед населениями, перед районными комитетами городскими, перед клубами, перед общественными организациями, ни перед кем. Она не выступает. And my answer is yes. А я говорю всем да. I go to every event. Я иду на все мероприятия. Big, small, doesn't matter. Большие или маленькие, ко всем. I go to every request, a little newspaper, big newspaper. Большие газеты, маленькие средства, маленькая информация. Я иду. Doesn't я matter. иду. Куда меня приглашают, я иду. Because the important thing is that we have to talk to people. Я считаю, что мы должны разговаривать с населением. The mayor is going to make a huge difference in the lives of people. Мэр должен и сделает огромную роль в жизни людей. Эффект на жизнь людей огромно, который ведет мэр. So the mayor has to explain what I'm going to do, why I'm going to do it. И мэр должен объяснить народу, что он делает и что он будет делать. And the mayor has to listen. И мэр должен слушать. People say that's a good idea, that's a bad idea. Люди не могут сказать, слушай, это правильная вещь, это неправильная вещь, And это хорошая идея, sometimes- это плохая идея. Sometimes people criticize, oh, that's wrong. You don't do that. That's wrong. А иногда люди мне говорят, слушай, это неправильно, ты неправильно делаешь, неправильно думаешь. И меня критикуют иногда. And the mayor has to listen. И мэр должен послушать, выслушать их. And the mayor has to be criticized. И мэра нужно критиковать. And the mayor has to be yelled at И на него даже порой нужно кричать. and be humble Иногда нужно быть скромным and understanding. и понимающим. Whoever wins the election, they cannot govern the city alone. They must have the support of all the people. Кто бы ни выиграл выборы, он должен иметь поддержку населения, он или она. Человек этот не может быть себе, как говорится, одним в поле воином. Он должен иметь двухстороннее, как говорится, взаимопонимание с населением. So I go to every community I can go to. Я иду в любую общину, в любую комьюнити, в которую я только могу. And I go in front of any political party, doesn't matter. I go to them, I talk to them. И я иду в любую политическую партию, перед всеми выступаю, я не стесняюсь. If I'm mayor, I want to bring everyone together. We are all Philadelphians. Если я мэр, я хочу всех вместе консолидировать, привести всех вместе, собрать, потому что мы все филадельфийцы. She doesn't go to any community other than what she knows. Black community and white community. She's not going to the Spanish-speaking community, Chinese-speaking community, Russian-speaking community. She's not going to the immigrant communities. Значит, она не ходит к иммигрантам. Она знает кое-каких белых и кое-каких черных. Она к ним ходит. А вот к иммигрантам, там, к испанцам, к русскоязычным и так далее, она не ходит. I would say she's very typical. Она Typical. типичная в этом плане человек. Typical is not good. Вот типично это нехорошо в нашей ситуации. For example, Как, например, I go to many events, nobody speaks English. вот я иду во многие места, где никто ни слова по-английски не говорит. I enjoy the event, А мне это нравится. I learn a lot. Я очень много для себя It's very good. учусь там. И это здорово. If I were the mayor, people who don't speak English will have much better opportunities. Если я мэр, то люди, которые не англоязычные, которые не говорят по-английски, будут иметь гораздо больше возможностей. Many people can do excellent work, whether they work for the city or they got a contract for the city. They don't need to speak English, just do a good job. Многие люди могут сделать прекрасную работу для города, будучи городскими служащими или контракторами для города. Делать прекрасную работу, не зная английского языка. Also, typically the politician does not go to people they think they do not vote. И что еще очень интересно, есть определенная лицемерная позиция.
Многие политиканы не ходят в те общины или к тем людям, которые считают, что за них голосовать не будут. Что будут тратить на них время? I never saw her in a community of people that most people believe don't vote. То есть она не пойдет к тем людям, лично она, никогда ее не вижу, которые считают, что те не будут голосовать вообще. То есть, But I go. но я хожу. I go to many Я communities хожу во многие общины. that people believe they are not citizens, То есть даже там, где люди не граждане, я все равно туда хожу. or if they're citizens, they don't register to vote. Или те, даже которые являются формально гражданами, но которые не зарегистрированы на голосование. Я все равно хожу. But there are people who live in our city. Но это те люди, которые живут в нашем городе, они не наши горожане. And if nobody in the government reaches out to them and talks to them and tries to help them and help their children, they don't want to be citizens. They don't care to vote. So we have to go there first, make them better. Значит, это получается замкнутый круг. Предположим, мы туда не ходим, с ними не общаемся, игнорируем их. Оно вызывает апатию у этих слоев населения. И эти люди не хотят быть ни гражданами, ни заинтересованными лицами, они не хотят участвовать в городской жизни, в наших голосованиях. А вот мы должны, наоборот, проявить некие действия, которые сделают так, чтобы люди с нами сотрудничали в голосовании, вообще в общественной и городской жизни. The reason we want them to vote, the reason I want them to vote is because of this. They live here. If they don't vote, they cannot influence their city. They cannot influence their environment. If they vote, they are showing their children, I am making this city and this country, this nation, I'm making it a little bit different. И вот я хочу, чтобы они являлись примером своим детям, чтобы они голосовали, эти люди. Потому что тогда они могут показать своим детям: я улучшаю город, я меняю страну своими действиями. So I'm an Asian American. Я азиатский американец. I'm the first Asian American to be elected to a political position. Теоретически я первый азиат-американец, который может быть избран на политическую позицию такого. Many Asian Americans feel like a second-class citizen. They don't feel first-class citizens. They feel very much discriminated against. Многие азиаты-американцы чувствуют себя гражданами второго сорта и не чувствуют себя полноценными гражданами страны. И они чувствуют, что их дискриминируют. They want their children to go to Harvard and become great. Но тем не менее они хотят, чтобы их дети шли в Гарвард и стали великими. Because they believe if their children can become a real American, but they are second-class citizens. И вот они считают, что вот мои дети, вот они станут настоящими американцами, а мы, увы, второсортные граждане. But when they send their children to the university and other places, the university tells them, your parents are second-class people. Ну, получается так, по иронии судьбы. Они идут туда в высшие учебные учреждения, и оказывается, что им там говорят, что ваши родители второсортные. So many of your listeners and viewers will say, what I'm saying is true. Многие наши радиослушатели, надеюсь, согласятся со мной, потому что When они their скажут, что это правда. children come home, they have very different ideas. И вот дети возвращаются из этих университетов с совершенно другими идеями. They don't understand their parents. Они, увы, не понимают уже своих родителей. They look down on their parents. Они смотрят на своих родителей свысока. You're not smart. Ты недостаточно умен. You don't understand. Ты не понимаешь. My professor told me something. Мне профессор вот сказал так-то и так. So, what I think is important is this. You know, I run for city council. I lost, then I won. Я вам скажу так. Я, говорит, боролся за позицию члена горсовета. Я теперь проигрывал. В конце концов, я выиграл. When I win, the Asian American immigrants, they feel better. They feel good. И вот когда я выиграл, это воодушевило огромное количество слоев азиатов-американцев. Because someone like me can be elected by the white people and black people and the Hispanic people and other Asian, they can see the people do not just judge how they look and sound. They judge by their heart and their mind. И вот это очень сильно воодушевило азиатов-американцев. Почему? Потому что они увидели, что за меня голосовали и белые, и черные, и испанцы, и другие азиаты. И они увидели, что голосуют не по моему внешнему облику, А по делам. а по делам, по моему сердцу. And
they can tell their children, this Councilman O, he's coming to our events. He's coming to our festivals. He's raising the flag. He's with us, not just your professor someplace, but he is an elected leader. He respects our culture, our community, our language. They feel they can talk to their children better. И вот когда я иду на фестивали, которые делают разные общественные организации национальных меньшинств, иммигрантов, то люди воодушевлены. Они могут сказать, вот не только ваш профессор говорит, вот вам вам живой пример человека, значит, который пришел на наш фестиваль, поднял наш флаг, понимает наше положение, понимает наше чувство, солидаризируется с нами, солидарен с нами. Вот. И это здорово. So a kind of a really negative aspect of a society, a negative aspect, is to say you are an outsider, like your parents, you're an outsider. But if you want to be part of us, you got to look and dress like me. You got to think like me. Come over here, then you can be one of us. And that's a negative. Значит, очень часто, когда им говорят, что вы должны ассимилироваться именно так, выглядеть как мы там, не как ваша община, поменяться. Вот тогда вы будете нормальными. Но это негативно. So when I run for city council, they laugh at me. Когда я начал избираться, на горсовет над мной смеялись, буквально смеялись. They try to say, this guy has no chance. Nobody's going to vote for this guy. Все говорят, да, у этого парня нет шансов. Нулевые шансы. Над мной смеялись буквально. So I should run И вот именно поэтому я должен выставлять свою to кандидатуру. show I don't care what they think or say. Я хочу им показать, что мне не наплевать, что они думают, что они говорят. If I run a good race, that's enough. И если я провел хорошую избирательную кампанию, это уже победа. Most important, don't accept the negative things they say. Не принимайте негативную позицию, которую они вам навязывают. But when I win, then it makes what they said a lie. И вот когда я выигрываю, это показывает то, что все, что они говорили, это ложь и неправда. But then I have to work. Но я потом должен своим трудом доказать. If I win and I'm lazy, what they said is true. И вот если я выиграю, и я ленив, и не оправдал доверие избирателей, тогда они правду сказали про меня. So I work hard. И поэтому я работаю очень трудно, значит, упорно. It's my job to serve the people. Моя работа – это служить народу. I want to do the best I Я can. хочу сделать максимально самое лучшее для моих Help the избирателей, people. помочь людям. But also, I know that people, if they see I'm working hard, they feel better. Oh, he's working hard. He's not just working for Asian people. He's working for all people. They feel better. И вот когда люди смотрят на мою работу и видят, как я работаю, они говорят, слушайте, этот парень, он не просто работает на азиатов, он работает на всех. И работает упорно и успешно. So, Они чувствуют лучше, все чувствуют себя лучше. so because of the issues and because she is not campaigning, my outlook on this race is actually very good. И таким образом, отвечая вот этим длинным ответом на ваш вопрос, я выставил две позиции, по которых я считаю, что мои шансы не так уж плохие. Это первое, то, что по вопросам существа, по существенным вопросам, мои позиции гораздо лучше. Это первое. И второе, она, по сути, не участвует в избирательной гонке. And finally, money is a kind of a resource, and a lot of people, like a political party, those are two resources, the political power and the money. И, безусловно, в политике здесь тут две вещи очень часто играют роль. Это политическая сила, политическая партия и деньги. But there are other resources and other power too. Это, безусловно, эти две вещи, которые сказал, это важны. Но есть другие ресурсы и другие источники силы. So I don't have much money, У меня много денег нет в избирательном фонде.
and I have no political backing, У меня нет политической поддержки. but I have a lot of people supporting me. Но у меня есть избиратели, которые меня поддерживают. People's support is much more important than money and political machine. Поддержка населения гораздо более важнее, чем деньги и политическая машина. And let me say, И, finally, наконец, дайте я вам скажу, наконец-то. people who believe in money and power, Люди, те, которые верят в деньги и в силу, they don't put their trust in God. они не верят в Бога, не обязательно. Не обязательно основная вера в Бога. Money and power is important, Да, сила, политическая сила и деньги важны. but I put my faith in God. Но я полагаюсь на Бога. Some people believe in God, but they trust money and power. Некоторые люди тоже верят в Бога, но, It's okay. но также полагаются на деньги и на политическую силу. Это окей, это нормально. They are very practical. Они практичны в этом смысле. They don't believe in miracles. Они не верят в чудеса. But in my life, I have put myself in a position where I need miracles. Но я, говорит, очень часто был в ситуации в своей жизни, где я нуждался в чудесах. If you don't need miracles, you'll never see a miracle. Если тебе не нужно чудеса, ты их никогда не увидишь. But if you do things that the man cannot do, then you will see God. И вот если ты будешь делать вещи, которые по сути невозможны для человека, то ты увидишь присутствие Бога. The more you put yourself at risk, the more you will see God. Чем больше ты рискуешь, тем больше шансов того, что ты увидишь Бога. Not risk for bad things. Ну, я имею в виду рисковать не для плохих вещей, естественно. Put yourself at risk for good things. Рисковать во имя добра. во So имя I'm хорошего. going to end with an example, Я закончу примером, a saying. некой поговоркой. When I was in the army, I jumped out of airplanes. Я, когда был в армии, я прыгал с самолета, с парашютом. We can all have a parachute, and we can all believe in our parachute sitting in this room. Мы все можем иметь парашют, и все можем верить в парашют, находясь в этой комнате. Then we have to go on the airplane, Но вот тогда, когда мы заходим в самолет, and we can still have faith in our parachute. и мы можем, и будем продолжать верить в то, что у нас есть парашют. But it's only after you jump out the airplane that the parachute will open. Но парашют раскроется только тогда, когда ты выпрыгнул из самолета. As long as you sit in the plane, it doesn't work. А пока ты будешь сидеть внутри самолета, парашют не откроется. But people don't want to jump out the airplane. Но люди не хотят выпрыгивать из самолета. So therefore, they will never see their parachute work. И поэтому они никогда не увидят, что их парашют раскроется. You know, I enter this race because I believe that God would like to see a better city. Я вступил в эту гонку, потому что я верю, что Бог хочет некое улучшение в этом городе. And I'm in a position to answer what God wants. И я считаю, что я могу дать ответ тому, что хочет Бог. I don't know what is God's will, if I will win or not. Я не знаю, каково намерение Бога, чтобы выиграть, чтобы я или нет. But I think His will is put yourself at risk, have faith, do a good thing. Но я считаю, что Бог хочет, чтобы я рисковал во имя добра и выставил свою веру на передовую. And jump out the airplane. И выпрыгнуть с самолета. And let's see what happens. И посмотреть, что произойдет. But fortunately for me, so far, looks good. Но, к счастью, мне кажется, что выглядит все неплохо. Все выглядит хорошо. I also believe give 1000%. Я также считаю, что нужно себе дать самоотдачу на 1000%. Hold nothing back. Nичего не держи за собой. Полную самоотдачу. Only when you gave 100% of everything and failed, when you win, you will know you won because of God's hand. Вот если ты отдал 100% и проиграл, это одно. Вот ты отдал 100%, пришел в ситуацию и выиграл, ты знаешь, что это было божественное решение. Дорогие друзья, я хочу просто напомнить, кто к нам только что подключился, что у нас в гостях кандидат в мэры
города Филадельфии Дэвид О. У нас такая вот очень интересная беседа проистекает. Просто, конечно, тут было поднято много вопросов. И как вот Владимир действительно заметил, то, что у нас забирают из семей, государство, правительство забирает из семей детей в таком количестве, конечно, это повергло нас в шок. Я просто хочу сказать, что мы с вами не прощаемся, мы продолжаем нашу беседу. Буквально вот у нас сейчас должна быть отбивка, и мы сразу продолжим. You are listening to WHII-LP, Warminster, 106.5 FM, Radio Philadelphia. В эфире радио Филадельфия, 106,5 FM. Филадельфии 2 часа дня.